Перелет из Москвы в Манилу занимает 15 часов на самолете и примерно часов 10 на всякие пересадки, переходы и прочие маневры. Итого вы летите почти сутки. Что ищут в этой стране? Вот перед вами экзотика. Джипни. Великий автомобиль, сделанный из хлама. Филиппинские умельцы сумели сотворить из старых армейских джипов, американских, партнеров, вот такие симпатичные микроавтобусы, на которых ездит большая часть населения. Что еще есть интересного на Филиппинах? На Филиппинах есть гигантские пробки на дорогах, одну из которых вы сейчас видите. Люди едут неизвестно куда, неизвестно зачем, но все время едут. Города огромные, перенаселенные, и пробки – это основная их проблема. На Филиппинах много проблем, но много и приятного. Одно из самых приятных удовольствий в этой стране является климат. Климат на Филиппинах великолепный. Круглый год светит солнце и никогда не бывает зимы. То есть, фактически вы попадаете в страну с вечным летом. В стране с вечным летом никогда не бывает проблем. Основная проблема местного населения – это как прожить день и как вкусно поесть. Чтобы обеспечить себе такую замечательную жизнь, люди занимаются бизнесом. Вот вариант такого бизнеса перед вами на экране. Это филиппинская барахолка в районе Квезен. Квезен – это район, расположенный к северо-востоку от центра и не является очень отдаленным районом, есть районы и подальше. Но тем не менее, это район не центральный. Там живут реальные филиппинцы, которые занимаются реальными своими делами. Что мы видим на этом рынке? Мы видим те же самые лица, которые мы видим в наших городах на китайских, корейских и прочих рынках. Такие же лачуги, такие же ларьки и такой же товар. Люди торгуют всем, чем только можно, и старыми вещами, и новыми вещами, и, может быть, какими-то услугами, и стараются впарить покупателю все, что только можно. Но при этом делают это весьма доброжелательно и без какого-то излишнего напряга. Еще раз напоминаю, что климат на Филиппинах крайне мягкий, и поэтому люди такие же, как сам климат. Мягкие, добрые и отзывчивые. Но хитрые. Никакой азиат не может быть не хитрым. Поэтому филиппинцы не исключение. Они хитрые, но добрые. Вот такое приятное сочетание у них существует. Как на этом рынке что-то полезное купить? Есть два принципа удачной покупки. Первый принцип – надо знать такие рынки. Надо идти туда, куда вы знаете, точно надо идти. То есть к конкретному продавцу или в конкретное место, где есть конкретный товар. Если вы турист или случайный прохожий, шансов у вас значительно меньше. Вам могут впарить такую вещь, которая вам совершенно не пригодится. У меня был такой опыт, когда я купил сим-карту для телефона, которая не работала. Потом я пошел, купил другую сим-карту, которая тоже не работала. И только с третьей попытки я купил карту, которая начала наконец работать. Вот такой же вид товара вам могут впарить где угодно и как угодно, и вы этого даже не заметите. Точнее заметите, но немножко позднее, когда уже поздно будет что-то предпринимать для хода назад. На этих рынках продают не только вещи, но и еду. Только эта еда очень сомнительного качества. Дело в том, что на Филиппинах нет питьевой воды. Она есть, но в бутылках. А бутылки стоят достаточно дорого. Поэтому все продукты моют водой из-под крана, а в кране течет грязная вода. Это верный способ получить болезнь. Но болезнь можно получить, если съесть что-то сырое, а вот если съесть что-то вареное, болезнь вы не получите. В лучшем случае расстройство желудка. Поэтому на Филиппинах люди не покупают с рук или на рынках еду или продукты, стараются это делать в магазинах или супермаркетах. Там есть гарантия того, что вам не продадут тухлую вещь. Еще одной маленькой особенностью Филиппин является то, что люди вам ничто не будут навязывать. Они сидят и ничего не делают. У них такой уклад жизни. Их задача досидеть до вечера, а вечером досидеть до ночи. Потом сладко заснуть, а утром проснувшись, начать новый день. Поэтому это не тот азиатский рынок, где за вами будут бегать и вам будут что-то навязывать. Вот такие особенности жизни на Филиппинах. Приезжайте, любуйтесь и наслаждайтесь. Удачи и счастливого пути!